Добрый день, дорогие ребята! Мы снова в музее кулайской культуры. Сегодня, в преддверии какого праздника мы будем говорить сказки? Ну, разумеется, в преддверии праздника Нового года. А вы знаете, почему на елочке есть дождик? Слушайте сказку. Давным-давно это было. Стояла в закрытой комнате в ночь перед Новым годом украшенная елка. Вся в бусах, в бумажных разноцветных цепочках, в маленьких стеклянных звездочках. Елку заперли для того, чтобы ее не увидели раньше времени дети. Но многие другие обитатели дома все же видели ее. Ее видел толстый серый кот своими большими зелеными глазами и маленькая серая мышка, которая, спасаясь кошек, тоже взглянула на красавицу елку. А еще был кто-то, кто не успел посмотреть на новогоднюю елку. Это был маленький паучок. Ему нельзя было вылезти из своего скромного уголка за шкафом. Дело в том, что хозяйка перед праздником выгнала из комнаты всех пауков, и он чудом спрятался в темном углу. Но паучок тоже хотел увидеть елочку, и потому отправился к Деду Морозу и сказал: «Все уже видели новогоднюю елочку, а нас, пауков, выгнали из дома. Но ведь мы тоже хотим посмотреть на праздничную лесную красавицу». И Дед Мороз жалился над паучками. Он тихо-тихо отворил дверь в комнату, где стояла елочка, и все паучки, и большие, и маленькие, и совсем-совсем малюсенькие, стали бегать вокруг нее. Сначала они смотрели все, что могли видеть снизу, потом полезли на елку, чтобы получше рассмотреть все остальное, вниз и вверх. По веткам и веточкам бегали маленькие пауки и осматривали каждую игрушку, каждую бусинку близко-близко. Они осмотрели все и ушли совершенно счастливые. А елка оказалась вся в паутине, от подножия и до самой верхушки. Паутинки свисали со всех веток и окутывали даже самые маленькие веточки и иголочки. Что мог сделать Дед Мороз? Он знал, что хозяйка дома терпеть не может паучков и паутинку. Тогда Дед Мороз превратил паутинки в золотые и серебряные нити. Вот, оказывается, почему новогоднюю елку украшают золотистым и серебряным дождиком. А вы не знали? Теперь и вы об этом знаете, дорогие ребята и взрослые. Ну что ж, до следующей новогодней сказки.